I'm on a mission, I'm focusing on my vision. Never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. Меня зовут Крис Маккейн. Мне 27 лет. За плечами 4 года игры в НФЛ, и теперь я перешел в смешанное единоборство. Я занялся ММА, потому что совсем разлюбил американский футбол. Меня в нем стало напрягать абсолютно все. В нем гораздо больше бизнеса и политики, чем игры. Те, кто видел, что происходит за кулисами, знают, насколько сильно угнетают подобные вещи. Вы смотрите на игроков с контрактами за баснословные суммы, но на самом деле они этих денег не видят. Если ты подписан, скажем, на $400 тысяч, ты можешь тренироваться и готовиться. Но если команда решает, что ты им не нужен, они выгоняют тебя до твоей первой игры, и ты уходишь ни с чем. Вообще с пустыми карманами. Тренеры, владельцы клубов, они никому ничего не должны и ведут себя как хотят. Обращаются с тобой совершенно по-хамски. Никакого уважения. Футбол окружил меня злыми, жадными до денег людьми, и поэтому мне больше нечего там ловить. Я хочу драться. Я вырос в верующей, очень доброй, любящей семье. Мы с братом, конечно, были паршивцами, мятежниками. Никогда никого не слушали, хотя стоило бы. Во многом поэтому уроки жизни нам пришлось познавать ужасным путем. Мой брат, когда я еще учился в школе, загремел в тюрьму по обвинениям в вооруженном грабеже и похищении. Это очень сильно сказалось на семье. Никогда не видел маму такой разбитой. Это и на меня повлияло, я ведь остался за старшего. Мои дела пошли не лучшим образом. Я стал проводить много времени на улице, приходилось постоянно драться. Я вращался в кругах бандитов и плохих парней. В конечном итоге и я оказался в тюрьме. Моя бывшая невеста сказала, что я пытался убить ее. Вот так. И я сел в тюрьму. Мне пришлось опровергать обвинения в каких-то кошмарных побоях. Она еще сказала, будто я угрожал ей ножом, что тянет уже на покушение на убийство. Черт, да на ней даже царапины не было. И знаете, это был полный отстой. После этого все пошло не так. Ни одна команда не хотела брать меня из-за якобы уголовного прошлого. Об этом было очень обидно узнавать, и ничего уже нельзя было сделать. И так в один день у меня было все, и всего в одно мгновение я этого лишился. У меня 2 детей. Дочке 3, зовут Малейла. Сыну год, его зовут Джейс. Я не могу видеться с ними и даже звонить им. Их мать не дает. Знаете, у меня судебный запрет, да и она сразу же вызовет копов, так что я даже не рискую. Не хочу снова загреметь из-за подобной ошибки. Я не виделся с дочкой порядка 7 месяцев, 6 или 7 месяцев. Сына не видел 3 или 4 месяца уже. Но у нее большая семья, и многие со мной в хороших отношениях. При случае высылают мне видео, и я слышу их голос, смотрю на них, на их улыбки, как режутся первые зубки. Это, конечно, давит, потому что больше всего на свете я люблю своих детей. Но я думаю, я справлюсь с этим. Самое неприятное во всей ситуации, что она решается совсем не быстро. Стараюсь мыслить позитивно, насколько это возможно. Ведь у меня есть к чему стремиться. Это мои детки. И к тому же, в суде я представляю себя сам. У меня нет адвоката, да и я не могу себе его позволить. Все сейчас свалилось на мои плечи. Так что, понимаешь, мне надо сначала со всем этим разобраться, и только потом двигаться дальше. Ну что, мы в ЛА, битва за хайп тут, посмотрим, что получится. Слева чинят автомобили. Здесь строят тело.
в одном очень прикольном джиме, Metroflex Gym, где ребята нас очень любезно встретили, предоставили возможность здесь провести нашу движуху. Здесь есть мистер Энтони, маэстро-коуч. Мистер Энтони нам дал своих бойцов, а мы вчера делали кастинг, где отбирали бойцов из СНГ. То есть своего рода получается СССР против USA. Погнали. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, 'cause I can make this shit blow up like a gun show. Все, мы готовы? Добрый молодец. Приветствую. О! Саша. Амиран. Привет. Ага. Присаживайся. Присаживайся, Саш. Оденьте петлю, пожалуйста. А? Это я не вам. Саш, ты откуда? Я с Молдовы. С Молдовы? А сколько Да. лет? 33 полных. 30. Давно в ЛА? Я в Сан-Франциско вообще. А ты оттуда метнулся сюда? Серьезно, на кастинг? Ну, приехал, да. Красава. А ты куда подавал заявку? Да мне тут знакомые позвонили. Да? Да. А ты в каком шоу хочешь поучаствовать? Да мне все равно. Короче, смотри, мне кажется, ты идеально подойдешь для шоу по пощечинам. Знаешь такое шоу? Наверное. Нет, давай все обсудим, Давай. чтобы ты просто понимал, что это за история. Сколько весишь, кстати? 140? Ну, может, где 130. Удар крепкий, Так, с ладошки. А чем сейчас занимаешься? борьбой с 5 лет. Серьезно? Да. Так у тебя удар мощный. Я два раза на Олимпиаде был. Да ладно. Да. Какая сборная? А? Сборная чья? Молдовы. Сборная Молдова? Красава. Ну все, олимпийский. А это какой год? 2000, 2002. Призах был? Да, у меня фотки с Карелиным. Какое место занимал? Ну, в призерах был. Саш, вот, зацени, пожалуйста, знаешь, чтобы ты понимал. А что он за стол держится? Вот так удобнее. Падай со столом. Понял? Все? Норм тебе? Пойдет. Серьезно? Да что нет? Съемки послезавтра. Получится? Конечно. Туда обратно метнешься или останешься? Это confidential information. У любовницы-то останется, тут любовница. На камеру зачем что говорить? Поверь, у него жена. Ты женат, да? Это тоже confidential information. Мы все хотим вырежем. Хорошо. Do you speak English? Трохи дует, трохи ні. Это что значит? Типа, чуть-чуть? So-so? Да. Ага, я понял. Здорово. У нас все камеры пишут, все окей? Меня зовут Паша. Элвис. Миша. Комбо! Чё кого, народ? Сегодня мои друзья Амиран и Кирилл приехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния, чтобы провести первый международный турнир по пощечинам. Все соперники, участвующие сегодня, будут вознаграждены денежным призом, а также получат много хайпа и славы. Давайте посмотрим, что произойдет. Что стоим? Погнали! Окей. Вы готовы? Тебе надо убрать волосы. Какую сторону выбираешь? Ты какую выберешь? Решка. Окей. Ты бьешь первый. It's like a eye. Да все круто. Давай, сделай это. Все по правилам. Дам тебе секундочку. Ага. Готово? Да. Окей. Покажи силу! Это какой по счету удар? Уже 4-й? Третий. Всего лишь третий. Ну хорошо. Не уворачивайся.
Ну что, еще один раунд? Давай, девчонка, в тебе есть эта злость. Детка, твоя $1000, ты победила. Спасибо. Ребята, это просто охрененно. Я вообще не собиралась это делать. Меня мой парень затащил сюда, потому что он пришел на соревнования по пощечинам. Можно я его приведу? Это мой парень Стори, и он тот, кто заставил меня это сделать. Так-то я не собиралась этой херней страдать. Чемпион среди женщин. Короче, вы знаете, кого благодарить. А знаете что, надеюсь, я тоже смогу себя проявить, и она будет стоять рядом, поддерживать меня. Наш план быть самой сильной парой в 2019-м. У меня в ухе зазвенело примерно на 3-м ударе. И я подумала, окей, тебе же хуже, и вложилась по полной. Я из Лос-Анджелеса. Участвовала в соревновании по пощечинам. Сначала мы друг друга жалели. Но знаете, этот звон в ушах и ее рука, она такая, с костяшками. Так что мне было гораздо больнее. Спасибо огромное за деньги, ребята. Спасибо. Я был во многих странах, тренировал одних из самых высококвалифицированных бойцов ММА. Рэмпейдж Джексон, Чак Лиддell, Тита Ортис. Я работал с величайшими бойцами в мире. Этот спорт живет внутри меня, делает тем, кто я есть, поэтому сегодня я здесь. Единственная причина, по которой я сегодня не дерусь в октагоне, мой контракт с Bellator MMA. А так я бы точно выскочил. Но даже сам факт, что я уже часть этого проекта, очень ценен для меня. В этот спорт я пришел благодаря отцу. Я рос, глядя на его достижения в боях и соревнованиях. Это мое наследие, и я продолжаю его дело. Не даю забыть имя команды Кимбо. Это стало особенно актуально после его смерти. И сейчас для меня это значит даже больше. Так я не даю забыть его имя. И еще на заре Ютьюба видео с моим отцом набирали миллионы просмотров. Повсюду говорят, что русские грубые, жесткие, но вы, ребята, совсем не такие. Респект вам за то, что вы делаете. Так и про моего отца все думали, что раз он боец, то обязательно грубый и жесткий, но в беседе понимали, парень-то добрый. Как говорится, не суди, а книги по обложке. Братан, ты готов? Ну что, парни, представьтесь. Эй, звать меня Эммануэль Сирайт, я тут самый топовый топчик, если сечете, о чем я. Я тут, чтобы от души похлестать по щам, а может даже и побоксировать. Ищите меня в инстаграме под ником Эммануэль Сирайт, и давайте уже начинать. Ты здесь за хайпом или за бабками? Я здесь за всем, за бабками, за хайпом и ради большого чувака. Это Нес. Я заявляю общественности о себе здесь. Это битва за хайп. Я начинающий артист, скоро я буду во всех ваших музыкальных площадках и плеерах. У нас тут есть Вашингтон, есть Сан-Франциско. Я за Вашингтон. Окей. Вперед, мужик. Первый фол. У тебя есть выбор, либо сдаешься, либо он бьет еще один раз. Еще один удар, конечно. Окей. Глаз дергается у чувака. Окей. Хотите, чтобы я зарядил ему пятюней прямо в лицо? Скажите это со мной. Ну-ка, смотри. Нормально. Погнали, погнали дальше, детка. Норmal,
Не фол. Я если бы чуть-чуть не отодвинулся, меня опять сюда въехал. Да не так! Вот, прямо. Блин, дергаться с толчка не надо, рукой машешь только. Толчка не надо. Дайте шуму, народ! Окей. Аплодируем! Нормально. Фол. Фол. Фол? Да, ты ему ударил. Да, по глазу. Okay, guys. Now you are judge now. What do I need to fuck? One more? Еще по удару. Погнали, еще по удару. Еще. Покажите мне свою мощь, парни. Yeah. Clean, technique. Кто выиграл? Кто думает, что выиграл чувак слева? А справа? Ничья, ничья, окей. По 750 каждому. 700 тебе. 750 тебе и 750 ему. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the... Меня зовут Эммануэль Райт, я из Калифорнии. У меня сейчас губы в пепле, лицо в пепле, даже хрен в пепле. Я чувствую, что я победил в этом соревновании. Увидел объявление на сайте Craigslist. Написано было типа «Битва за хайп, турнир по пощечинам». Глянул видео и думаю, да и хрен с ним, я вывезу. Болит в основном шея, знаете, когда получаешь удар, ее как будто скручивает. Понимаете, о чем я? Вот это больно. И еще разок он меня ударил прямо сюда. Тоже больно было. Я из Самары, но сейчас живу в Лос-Анджелесе. Мои ощущения такие, что да, второй или третий, какой, я не помню. Мне вот сюда вот конкретно прилетело, я немного потерялся. Был штрафной фол, но в какой-то из разов опять попало сюда, и типа неприятно, как будто тебя типа вдарили прям. А так, типа пощечины, как пощечины. Всем пока, с вами был Несс. Окей, как это работает? У нас есть два набора бумажек, 2 двойки и 2 единички. Мы позволим самому маленькому бойцу выбрать первым. Я просто кину их здесь, а ты выбирай номер. Номер 1. Окей, значит, ты выбираешь одну из этих 3 бумажек. Какой номер? 2. Твой выбор. Вы друг с другом деретесь, да. А это будет твой первый номер. 2, 2, 1, 1. Вы деретесь первыми. Я всегда хотел, чтобы мой спортивный зал помогал людям в достижении их целей. Вот почему я предоставил его вам. Я чувствую, что вы делаете что-то настоящее. Лет 20 назад у нас бы даже не состоялось этого разговора. Все было иначе. Но с возрастом приходит зрелость, понимание. Я смог прочувствовать вашу организацию и то, что вы, ребята, хорошие парни. Нас всех объединяет одна общая страсть — спортзал. Мы любим качаться, любим спорт и просто классно проводить время. Ну что ж, когда я вышел из тюрьмы, у меня не было больше работы. Я пытался устроиться на 30 с лишним вакансий, но нигде не брали из-за еще не закрытого судебного процесса. Я понял, что в ближайшее время у меня не предвидится вообще никакого дохода, так что собрал свои вещи и взял билет до Лос-Анджелеса в один конец. Я видел вашу страничку в Инстаграме, там впечатляющие вещи. Я как раз тренировался с парнями, которые рассказали мне о проекте, показывали выпуски соревнований по пощечинам и бои в клетке на Ютьюбе.
И я принял решение стать частью этого, чего уж там. Это новое дыхание, это новый опыт, и благодаря вам я снова в деле. И это, если не ошибаюсь, впервые, когда что-то подобное проводится в Америке. И это круто, что я нахожусь сейчас у истоков. Так что вместо того, чтобы терять деньги из-за драк, я выбираю зарабатывать на этом. И сегодня я здесь. Ты подал заявку на пощечины или на октагон, бои ММА? На бои. На бои? Да, Ты надраться хочешь? Да. Ты уверен? 100%. А у тебя какой рекорд? 4 боя. Профессиональный или не, любительский? Ты не хочешь в пощечинах выступить? Не, какой пощечины? Ты серьезно? ММА, сделайте, дайте мне бой, серьезно. Я точно 100% выйду нормально. А у тебя есть видеобоя? Да. Вот я. Это где было, когда? Это в Студио Сити было, пару лет назад. Блин, ну дерешься ты не как такое вдохновившееся шоу. Ты нормально, давно дерешься? Давай ты придешь, и мы там на месте решим, будешь ты драться или нет. Открытие турнира, давайте поаплодируем. Первый у нас выходит Давид Зарян, боксер из Армении, любитель ММА, очень хочет подраться. У него соперник очень серьезный, сложный, высокий, почти по 2 метра ростом, бывший американский футболист, поэтому особая интрига. Береги челюсть. И следующий боец у нас бывший футболист американского футбола, сейчас пришел в ММА, у него был один бой всего лишь профессионал. Из НФЛ, да. Кристиан Animal Маккейн. Это очень интригующий бой. Держи, береги челюсть, береги челюсть. Ногой удар, ногой по ноге удар. Ногой удар один раз. Сильно по ноге удар. That's all day. Да, по ногам работай низко. Здесь экспресс. Низкий лоб, левый, по ногам участник. Реагируй на его Не расслабляйся вообще. по ногам, низко по ногам работай. Колонки не хорошие. Leg kicks in there too, yeah. Hands up though, keep your hands up.
Сначала. Minute left. No, minute left, Chris. Ноги хорошо. О! Посильнее, пониже, посильнее. Don't worry about that. Do what you're doing. You have 30 seconds left. Да. Давид и Голиаф, да. Хорош, хорош! Да, да. Почему ты нижний по ноге не работаешь? Держи его на дистанции, просто дай и уйди. Внимательно смотри, давай. Смотри, See everything good. Раз ты ложишь через правое плечо раз ты ложишь, да. Если начнешь ложить через правое плечо, раз ты ложишь. На правое плечо ложи. Вставай, Давид. Левый локоть низко держи, под руку возьми его. Левый локоть отпустить, под руки возьми его. Да. Make them pay right there, Chris. Make them pay. Yeah, keep making them pay. 30 seconds, Chris. All right, keep doing it, and it's gonna open up. See, look. Now move off of that. Давай, Давид, давай! Пока стал. Молодец. Монстр. Вообще, машина. Пиздец. Да ты чё, там вообще... Да хорош, нормально. Да. Дотянуться же тяжело, все понимают. Все. Да. Попей, отдохни. Красавчик. Fight for height, fight for your life, yeah. Fight for height, fight for height, fight for your life, yeah. Fight for height, fight for height, fight for your life, yeah. Fight for height, fight for height, fight for your life, yeah. Fight for height. I'm an open elite boxer. Check the record, they can't stop him. Treat the champ like a door and knock him. Undefeated for a reason. Fighting all 4 seasons. In the ring, I be beasting. Punch your nose, now you leaking. I'ma be the last man breathing. Блин, этот чувак очень крут. Теперь я это знаю. Не думал, что бой продлится так долго, но так вышло. Соперник был очень силен. Респект ему. Проиграл, не хватило немного более точного боя. Надо было больше думать, еще больше вкладываться. Хотел бы, чтобы было намного больше энергии. Но на самом деле, у моего брата сегодня день рождения, старшего. С днем рождения тебя, брат. Все отлично, двигаемся вперед, мы не стоим на месте. Всем добра. Давайте. Easy money, easy money.
Я люблю все это. Пот, кровь, мужики, волосатые. А на самом деле офигенно был бой. Мы думали, будет что-то очевидное. Большой чувак накажет маленького, но реально нет. Блин, держался. 3 раунда выдержал. 1 удар, и мы все бы улетели. Он реально выдержал, красавчик. Вдвойне. Первое, что до конца выстоял. Второе, что все-таки проиграл, и я выиграл деньги на нем. Ты, чтобы прийти сюда, точнее, как сказать, не чтобы прийти сюда, ты расстался с девушкой? Не, я просто ей сказал, она говорит, если ты пойдешь, то все, я тебя не знаю. Я говорю, ну окей, его сейчас цитирую. Пиздец. Просто ради пиара и 3 копеек подставлять свое лицо, чтобы по нему пиздили и угорали с тебя. Я в ахуе полном. Просто мерзость. Блять, прям фу. Отвечаю, хуже любой проститутки. Это моя девушка. Его бывшая. Уже бывшая девушка. Такая же мозговёвка. Давайте так, бабоньки. Мы с мужиками в спортзале друг друга по лицу как бы бьем, а вы на кухне рассматриваете колье, которое мы вам подарили. И посуду моете. Салат UFC называется. Картошечка по-мамаевски. И рагу for hype. Вы готовы? Меня зовут Стори. У меня есть бренд, который я представляю за Стори. Я здесь, чтобы поднять немного бабла, получить влияние и просто повеселиться с классными людьми. Тебе не страшно? Уверен? Я не боялся ничего из того, что совершил, так же, как и того, что не совершил. Какой у тебя вес? Ну, примерно 80-85. Меня зовут Олег, я из Калининграда, сейчас живу в Л.А. Приехал сюда просто для фана. У нас тут есть Вашингтон, есть Сан-Франциско. Я за Вашингтон. Вашингтон, Сан-Франциско. Сан-Франциско, ты первый. Окей, старт. Ты хочешь продолжить? Ты прямо уверен? Титаник, смотри, Титаник. What do you think? Готов? Первый фол. Уже лучше, братан. Сильно попал? Нет. Ну тогда нормально. Тогда нет. Последний раунд. Окей. Окей. Что думаете о бойце справа? А слева? Еще! Это ваше шоу, народ. Окей, еще один раунд. Кто считает, что он победил? Кто считает, что он победил? Ты один раз был почти в нокауте, поэтому он побеждает. Поаплодируем, победитель! Первый удар определенно застал меня врасплох. Во мне еще была стойкость, но было ощущение, что все вокруг думали, что я не смогу больше вывозить. Ну а дальше я просто продолжал двигаться вперед.
Удары, честно говоря, уже не казались такими сильными. Я человек, который не знает слова «сдаться», так что я просто продолжил участвовать, веселиться, наслаждаться моментом, налаживать связи с отличными ребятами и отлично провел время. Классная атмосфера, классные бои. Я первый раз в жизни бил пощечины так сильно, по крайней мере. Ощущение нормально. Он не так сильно бил, один удар там заскочил, а остальное все мимо было. Так что спасибо всем. О, привет. Как дела? Ничего себе, какой ты. Повесьте эту петлю, пожалуйста. Заряд у тебя мощный. Аж затряслось все в комнате. Меня зовут Паша. Паша. А ты откуда, Паша? Родился в Украине, последние 7 лет жил в Москве. Какой рекорд у тебя? 3-0. Это любители? Это уличные. Это типа стрелки, то, что там? Вот типа того. И готов сейчас выходить против ребят, которые тренируются? Готов. А зачем? Себе доказать. Как тебя зовут? Элвис. Серьезно? Да. Прям в паспорте так и написано? Прям так и написано. А это кто юморной из родителей? Мама не хотела, не знаю, как-то обычное имя давать. Мама не хотела, меня назвала Элвисом. Да, что-то такое, типа, оригинальное. Я вообще борец. Базовый борец? Да. Какой разряд? У меня КМС. А, выступал где-нибудь? Я в Москве по боевому самбо выступал. Где-то 4 боя у меня было. Сейчас я тренируюсь, и у меня 3 дня назад профессиональный дебют должен был быть, но у меня соперник не появился. Просто я вес сгонял, я 2 месяца на диете сидел, не кушал моих любимых мороженых и так далее. Спасибо. До встречи. Ну что, готовы? Продолжаем? Вторая пара бойцов у нас выходит из Украины. Павел Жанчаков. У него дебют в клетке. До этого было 3 боя только на улице. Второй боец у нас Элвис Непресли. Элвис Шахабазян из Армении. Живет в Москве. 2 победы, 1 поражение в любителях. Пятерочка. Бля, я душой Пашу Пашка, здорово. Да. Если я не перепутал имя. Давай, Пашко! Хорош, Паш, хорош. Смотри, это нормальная ставка еще. Сейчас все будет. Немножко волшебства. There you go, Elvis, there you go. There you go, Elvis. There you go, Elvis. Smash him, Elvis. There you go. Go, Elvis, go. Let his hands go. Go, go, go. Доктор, доктор. Доктор, доктор. Браво! Ты как? В порядке? Поаплодируем. Нокаут в первом раунде. Элвис. Элвис нокаут в первом раунде. Молодец. Fight for height, fight for your life. Fight for height, fight for height. Fight for your life, fight for height. Fight with your hands. That's no guns, no knives. I put your lights out. You gon' have a good night, slipping up punches. Throwing combos like Mike, going for the belt. It's my promise, my time. Whoa. Как думаешь, почему проиграл? Как тебе соперник? Проиграл, потому что не готовился. Соперник молодец. Попал хорошо. Упал, встал, поднялся. Пойду дальше. Красава. Молодец. Спасибо Пашу большое, что вышел со мной на бой. Ну, у меня всегда в голове только победа, идти вперед и выиграть.
несмотря какой соперник, там, каких габаритов и так далее. Я всегда только смотрю вперед и на победу. Спасибо большое всем. Ну, привет. Заходи, располагайся. Меня зовут Александр. Приехал из Молдовы. Ну, вот здесь я, в принципе, живу, в этой комнате. Это вот фотографии мои, где с Карелиным. Это вид из окна. Мне позвонили мои товарищи и предложили выступить. И вот так вот оказался на интервью, где мне сказали... Мне кажется, ты идеально подойдешь для шоу по пощечинам. А драки? Мне кажется, драки не надо тебе. В смысле? Пельмень, папа. Да мне все равно, как говорится, борода у всех одинакова. Бороду не накачаешь. Приятно познакомиться. Взаимно. Почему я решил пойти на битву за хайп? Я просто захотел себя попробовать в чем-то новом. Потому что я не участвовал в таких шоу или драках. Хочу вот открыть спортшколу в Калифорнии, продвинуть единоборство. Это моя мечта. Это нужно иметь силу воли, дисциплину, денег чуть-чуть и помощи. Я сам по образованию тренер-педагог. На данный момент я коплю сейчас деньги, чтобы инвестировать, но в будущем, чтобы тренировались дети, молодое поколение. Мой смысл жизни, чтобы была крепкая семья, чтобы был хороший дом, спортзал, конечно же. Желание есть, а все остальное, я думаю, будет. Будут приходить ребята и выйдут у нас отсюда чемпионы. И, может, даже и поедут повыступать в битву за хайп. Все получится. Америка – это страна возможностей. Все в Америке возможно. Как тебя зовут? Шайен. Возраст? 29. Почему ты хочешь принять участие в этом? Да я всем сказал, что хочу, чтобы меня сегодня вырубили, так что глянем сейчас. Настало время для хороших ударов. Какой у тебя вес? 77 кило. Ты здесь за хайпом или за деньгами? За деньгами. Поаплодируем Саше из Болгарии. Вашингтон. Сан-Антонио. Окей, он бьет первым. Пошумим, народ! Опасно, опасно. Один фол. Прямой рукой бей. Фол. Are you okay? Are you sure? You okay, really? Я дико извиняюсь, прости, я не специально. Ты хочешь продолжить? Даже не знаю, последние два были довольно жесткими. Я вывезу еще один. Еще один. Победитель, поаплодируем! The winner! And the Окей, твой косарь баксов, поздравляю. Спасибо, и спасибо, что вышлепал из меня все дерьмо. Че, а тебе ничего, ты же сильный. Нихуя, говорит. $2,000! Парень из Молдовы! Pray
Pray to God they never see me fail. Pray to God they never pay him bail. I got dealers in my yard, then Adidas and go yard, and they packing so I'm... Александр Трифон из Молдовы приехал специально в LA из Сан-Франциско поучаствовать. Причем он говорил, я хочу драться в клетке, а потом могу и пощечины. Как русский богатырь настоящий. Вышел, победил, забрал деньги. Саня! Реакция какая. Против него все боялись выходить, если честно. И в клетке, и даже по пощечинам. Этот парень сумасшедший, то, что вышел, ему тоже респект большой. Я уже ранее говорил, что он должен меня вырубить. Ох, как хорошо прозреть наконец-то, хорошо быть отхлёстанным по щекам. Чувствую себя просто отлично. Спасибо, ребята, что устроили такое крутое событие. Если он будет предлагать сейчас здесь в покер играть, не соглашайтесь, пожалуйста. Сейчас финал будет, получается, Элвис с черным с косичками. На кого ставить? Не, я больше не ставлю, я все время проигрываю, блядь. Окей, пацаны, давайте. Один Таир Бет. Ставки на спорт. Я на Элвиса ставлю. Так, Элвис черный есть. Бой, как всегда с тобой. Ты на кого ставишь? На Элвис, да? На Элвиса? Кто хочет на черного поставить? 20 черное ставишь? Давай. Давай. Я принесу кэш. Все ставят на Элвиса. Элвис, все за тебя сейчас болеют. Насколько бы эта история не была интернациональна, ты сейчас представляешь прям всех нас. Старайся не терять контроль и не слышать хайп, ты в своей зоне, работай. А ты знаешь, что сказал тренер этому высокому Крису? Типа, если он не выиграет, он его выгонит. Серьезно? Из секции. Да, настолько жестко тренер сказал. Если ты не выигрываешь, я тебя выгоняю из секции. Ну что, у нас финальный бой. Сейчас у нас объявится чемпион битвы за хайп в LA. Для меня, правда, это до сих пор как сон. Я не верю, что у нас все получилось. В любой момент одна карточка обваливалась, и это все как карточный домик разрушалось, ничего бы не было. Но удалось всю эту историю дожать, поэтому я всем благодарен еще раз. Первый у нас выходит Кристиан Энимал Маккейн. Второй боец у нас в финале Элвис Шахабазян, красавчик. Боец из Армении, проживающий в Москве. Финальный бой у нас 3 раунда по 3 минуты. Раздергивай, не давай ему какой по ноге не включать. Так, прессингуй, продолжай прессинговать. Он сам пойдет. Назад, опять прессингуй. Еще раз подходи. Опять прессингуй сразу. Сразу, раздергивай. По ноге, вот сейчас можно дать. Ты уже ровно стоишь. Опять прессингуй сразу, раздергивай. Дай ему прессинговать, Элвис. Сейчас нужно новый порш. Сразу ногу пройди, ногу пройди. Давай с тобой. И вот сделай, вот сделай.
Элвис, ты как? Ты готов продолжать? Дай посмотрю, Элвис. Она откроется. It's gonna open up. Давай закончим. Давай с длинную попробуем, если будет еще глубже, остановим. Она длинная, но она не глубокая. Давай остановим. Все. Поаплодируем! Элвис молодец! Кристиан Энимал Маккейн победил. Поздравляем, чемпион битвы за хайп, простой хайп чемпион. These haters talking, but they won't fight. Where I'm from, we willing to die for our hype. I'm throwing uppercuts, hooks, lefts, and my rights. In the ring, I'ma fight for my hype. Fight for hype, fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype. Спасибо, мужик. Я это очень ценю. Мне очень понравилось. Оба бойца, что вышли против меня, оказались очень крепкими. Честно сказать, внутри меня я бы хотел бы продолжить, но для этого у меня есть мои близкие друзья, и им виднее лучше со стороны. Вахтанг сказал, что из-за рассечения лучше... Ну, не надо продолжать, да? Молодец, мы тебя поздравляем. Красава, молодец. Бился как тигр. Очень серьезно, очень достойно. Это что-то, это были отличные бои. Какая энергия, просто фантастика. На этом не закончим, мы только начали, парни. Эдди, я до последнего не верил, что все получится, но вы меня так поддерживали, как-то, знаете, внутренне, я думал, ну неужели вот так с первого раза все действительно будет? Вот что значит командная братская работа, не так ли? Мы отлично сработались. Спасибо, мужик. Вот такой у нас дебют в Лос-Анджелесе, вот такой у нас дебют в Америке. Мне кажется, получилось что-то интересное. Все помогли, все поверили в это. Спасибо вам еще раз огромное за то, что поддержали. Пошел ты. Пока нет. Но я буду учиться. This was fucking amazing, guys. Thank you, everybody. Talking, but they won't fight. Where I'm from, we willing to die for our hype. I'm throwing uppercuts, hooks, lefts, and my rights. In the ring, I'ma fight for my hype. Fight for hype, fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype, fight for hype. Fight for your life. Fight for hype. Where you at? Let's step in the ring if you will. You know, Russian is very easy. You know? Same as yesterday. You know how you speak Russian? What? It's very easy. How? How are you, blad? How is everything, blad? You're good, Oh, blad. so you put in everything blad. And that's it. You're done. Yeah, that means you know the slang. You know the slang.